Merhaba, iyi günler. Bugün size vişne reçeli yapacağız. Bunun için 1 kilo vişne ayıklanmış, çekirdeği çıkmış. Сегодня сделаю для вас вишневое варенье. Здесь у меня вишня 1 килограмм, уже достала косточки. 1 kilo şeker. И 1 килограмм сахара. Bunu mesela kilosu belli değilse meyveyi ayıklayıp koyacaksınız. Ne kadar gelirse o kadar şeker koyacaksınız. Если у вас нет весов, вы не знаете, сколько приблизительно, например, у вас ягоды, то можно просто по объему смотреть, достать косточки и приблизительно смотреть, вот столько, например, вишни, столько же сахара добавляется. Bizim vişnemiz bu kadar geldi. Şekeri de bu kadar koyduk. Bir tane de limon tuzu. И вот один такой кусочек лимонной кислоты. Şimdi meyvemiz zaten bizim sulandı. Şekerimizi koyuyoruz. Вишня у нас уже, как видите, пустила сок, и поэтому сейчас добавляю сюда сахар. Şimdi reçelimizi şöyle küçük ocağa koyuyoruz, şeker eriyene kadar. Сейчас ставлю варенье на маленький огонь, до того момента, пока растворится весь сахар. Reçelimiz şekeri eridi, sulandı. Şimdi altını açıyoruz, kaynatacağız. Üstüne gelen köpüğü alacağız. Сейчас сахар уже весь растворился, поэтому огонь делаю побольше, чтобы варенье успело закипеть. И когда будет просто образовываться пенка, мы ее будем снимать. Şöyle üstüne gelen köpüğü alıyoruz. Уже варенье закипело, образуется пенка, ее убираем. Bu böyle 20 dakika kaynayacak. 15 dakika kaynadıktan sonra limon tuzunu koyacağım. Bir 5 dakikada öyle kaynayacak. Tamam, kıvamına bakarsınız ona göre. 15-20 минут вот так вот будет кипеть варенье. И потом будем проверять на густоту. Reçelimiz 15 dakika kaynadı. Şimdi limon tuzunu koyuyorum. Bir 5 dakika sonra kapatacağız. Çilek reçeli olsun, vişne reçeli olsun. Çok kaynatırsanız rengi kara olur. Böyle bu güzel rengi olmaz. 15 минут прошло, как кипит варенье. Добавляю лимонную кислоту, и еще 5 минут будет оно так кипеть. Если вы готовите клубничное варенье или любое другое и долго его кипятите, то такого красивого цвета не получится. Поэтому 15-20 минут это такое вот максимальное время. Все, ждем еще 5 минут и выключаем. Evet, reçelimiz oldu. Bakın, balon balon, suyu yok. Şöyle de bakarsanız bakın. Видите, воды практически нету, она испарилась, и сахар немножко закристаллизировался, Evet, reçelimiz oldu. Kapatıyoruz. Выключаем. Afiyet olsun. Приятного аппетита. Soğuyunca kavanozlayacaksınız. İsterseniz sıcak sıcak koyup da kapatabilirsiniz. Если на зиму, то обычно, естественно, готовим баночки, крышки, все это стерилизуем и горячим вареньем заливаем. Если же вы готовите это ненадолго, в холодильнике держать, то можно подождать, пока остынет, и потом разлить по банкам. Итак, друзья, хочу показать вам вишневое варенье. Так, фокус. Нету здесь никакого желатина, никакого загустителя. Абсолютно, но оно вот, смотрите, буквально прям как желе. Ягодки целые. Красота. Так что обязательно готовьте. Посмотрите. Да, и поставьте лайк, нажмите на колокольчик там и еще подписывайтесь на канал. И впишите в комментариях, если вы хотите, можете делать, как вы хотите. Да, это вам от моего сына. Красота.